Мне не нравится освещение, но сейчас осень. Странно на это жаловаться, ладно. Всем привет, меня зовут Мария, рада видеть вас на своем канале. Сегодня поговорим о прочитанном. И еще немножечко о том, что я читаю сейчас. Начнем с книги, которая находилась в моих руках в течение 5 лет. И я все никак не могла ее дочитать, и наконец-то этот гештальт закрыт. Вообще впечатления у меня от нее получились неоднозначными, потому что под конец книги меня начали смущать прям многие моменты и многие вещи, о которых пишет автор. Возможно, это произошло с возрастом, потому что начинала я ее читать где-то в 17 и закончила в 22, собственно. И, возможно, просто со временем как-то все равно начинаешь более критически подходить ко многим вещам. И, возможно, с этим это все связано. Возможно, тут сколько страниц. Короче, дофига страниц, плюс книга сама по себе формата большого. Возможно, автор уже под конец устал, и многие темы показались из-за этого высосанными из пальца. Основной плюс, который есть в этой книге, это то, что она учит на многие моменты смотреть с разных сторон, оценивать все не однобоко, а вот пытаться встать и на другую сторону. Но я о ней слышала столько положительных отзывов, столько людей говорили, что это чуть ли не настольная книга, которая должна быть у каждого. Сомнительно. Вот сейчас один момент из конца книги. Так, например, что мне не понравилось. Это глава про дезинформацию, про поиск истины и правду. Как и началось в предыдущих главах, мы не в состоянии все исследовать сами, но именно поэтому необходимо по меньшей мере тщательно проверять свои главные источники информации. А пока я предложу 2 простых правила. Если вы хотите получать надежную информацию, за нее придется платить и немало. Второй вариант. И второе практическое правило: если вас действительно интересует какой-то вопрос, сделайте над собой усилие и прочтите научную литературу. Это сомнительно очень все, потому что, во-первых, непонятно вообще в целом, где правда, где истина, и насколько в целом реально к этой истине прийти, и зачем столько времени тратить на поиск истины, если эта истина может оказаться в итоге не истиной. Дальше тут вот речь идет про научную литературу, где гарантия, что там правда, только история переписывалась миллионы раз, может быть, не миллионы, но кучу раз, в зависимости от восприятия этой истории правителем. Поэтому, я не знаю, у меня просто ощущение, что человек никогда не узнает, что есть на самом деле правда, и поэтому призывать к ее поиску — это достаточно странно. Потом, что мне еще не понравилось, дальше, если продолжать немножко тему литературы, науки и так далее, информация может являться актуальной и правдивой в данный момент, но уже спустя несколько лет, месяцев, дней она может стать неактуальной, недостоверной или не до конца правдивой, просто потому что произойдет какое-нибудь новое научное открытие, или поменяется время, поменяются условия, и все изменится. Поэтому, уделять целую главу и так много внимания поиску правды, мне это не понравилось. В общем, таких моментов, которые меня смущали, их достаточно много. Плюс мне не понравилось прям 80% того, что здесь написано про государственность, про отношения между государством и человеком, про отношения к деньгам. Короче, для меня это все очень... То, что описывает автор, это очень утопичные идеи, на мой взгляд. И поэтому для меня, опять же, это звучало все достаточно странно. Особенно там, где были главы про то, что вот государство пытается привязать к себе с помощью флага, гимна и различных традиций. Это есть в любой общности: взять семью, школу, работу и так далее. Это нормальное стремление любого человека чувствовать себя частью чего-то большого, частью какой-то группы. Поэтому, мной это не воспринимается как что-то негативное. А вот в книге, по крайней мере, опять же, я почувствовала негативный посыл в этом ключе. В общем, неплохо. Один раз прочитать можно, но говорить о том, что это вот прям вообще вау, супер книга, которая должна стать настольной, вообще нет. Я ее оценила где-то, на 4 из 5, наверное, так. 3,5 из 5, может быть.
Как-то так. Идем дальше. Следующая книга была «Саша, привет», автора Дмитрия Данилова. У меня ее в бумажном варианте нет, потому что она мне вообще не понравилась, я ее где-то оставила. В общем, я свое впечатление об этой книге написала сразу после ее прочтения, потому что поняла, что спустя время я уже вообще не вспомню, о чем она. Так и произошло. Если бы я пыталась рассказывать о ней сейчас, когда прошло уже достаточно времени после ее прочтения, я бы вряд ли что-то вообще вспомнила. Книга странноватая, и вот у меня сложилось впечатление разговора с человеком, который любит пофилософствовать, и это философствование во всем. Вот это вот про какой-то такой тип людей, которых спрашиваешь, ты любишь яблоко? И вот начинается, смотря какое яблоко, смотря голоден ли я сейчас, еще что-то, блин, ответь на вопрос. И вот такое ощущение, что вся книга написана в таком ключе, как будто бы автор пытается какую-то супер нереальную философскую идею завернуть, но по факту ничего такого там нет. Суть сюжета в чем? Есть главный герой Сережа. Он и его жена профессор в университете. Сережа изменил своей жене с 20-летней студенткой, а по законам мира, который описан в книге, 20 лет — это еще несовершеннолетний человек. И этого Сережу судят по определенной статье, приговаривают к смертной казни. Это в целом не спойлер, это написано буквально в начале книги. Всю книгу обсуждается несправедливость закона, несправедливость этого, как в книге пишут, якобы либерального мира, потому что там смертная казнь происходит определенным образом, и типа вот властям и всем остальным кажется, что это либеральный, мягкий способ наказания человека. Всю книгу обсуждается несправедливость этих законов, обсуждается, какой бедный главный герой, что вот как же так с ним вот несправедливо обошлись, да за что же вот это вот все, да это же взрослая девушка, да все же было по обоюдному согласию, хотя по закону она несовершеннолетняя. Он всем рассказывает, что вот тоже какой он бедный несчастный, как это все несправедливо. И всю книгу одна и та же цитата, и я попала под вот это вот все, имея в виду, что вот новые законы, и вот так вот все изменилось. И вот он под это все попал. Любая девушка, которая появляется в тексте, оценивается как симпатичная, сексуальная, красивая, и при этом с девушками он особо не разговаривает, никакие умные беседы он с ними не ведет. При этом, когда к нему заходят мужчины, которые являются представителями различных религий, там просто разговоров вообще выше крыши. На эту несчастную студентку злятся все. Злится он, злятся все, кому он об этом рассказывает, потому что да как же так, да она его подставила вообще-то. А не взрослый мужчина принял решение и получил за это наказание. Его жена на это все злится, что вот так вот. Я думала, что там будет какая-то прикольная, невероятная концовка, но по факту ее не было. Просто что-то резко все оборвалось. Просто там, видимо, какая-то суперфилософская мысль умная была в конце, завуалировано, но я не поняла. Например, что написано в книге про девушку? Сережа вяло гуляет по саду, к нему подходит очень красивая девушка, которую он раньше в саду не видел. Девушка одета стильно и с некоторой неуловимой соблазнительностью. Она ему предлагает пообщаться, в общем, это все происходит в месте, куда его направили, где он отбывает свое наказание. Она ему говорит о том, что вы, типа, в любой момент можете отказаться от общения со мной. Он говорит, нет, ну почему? Можем пообщаться. Мне-то, в общем, все равно уже. Да и вообще, что уже я так? Вы очень привлекательная девушка. Почему бы не пообщаться с таким красивым социологом? Она говорит, спасибо и не спасибо одновременно. Мне бы хотелось, чтобы вы увидели во мне не только привлекательную девушку. Ну, простите, я пока про вас ничего не знаю, я вот только вижу, что вы красивая девушка, пока больше ничего. Если вы как-то себя еще интересно проявите, я буду как-то еще дополнительно относиться. Типа, красивая девушка плюс еще выдающийся социолог или что-то еще в этом роде. Говорил ли он такие слова другим каким-то мужчинам, которые встречались на его пути? Нет. Я поняла, если бы человек в целом так всех воспринимал. Короче, книгу я оценила на 1 из 5. Дальше идем. Следующая книга — это «Дом на болотах» Зои Сомервилл. Я ее слушала, поэтому где-то тут, наверное, появится обложка. Очень похоже по тематике на Кейт Мортон. Это тоже семейная сага. История рода, тайны, которые открываются в старом особняке.
Главная героиня Мэлори, она ссорится с мужем, забирает дочь и зимой уезжает в заброшенный особняк, оставленный ей ее родителями. Не будем ничего говорить по этому поводу. Там находятся дневники девочки Розмари, которая жила в этом доме там, 30 лет назад. И вот нам начинают рассказывать об истории этой Розмари. Ведется две временные линии. Женщины несчастливы в браке. Мужья себя в полной мере проявляют только после брака, всю жестокость, которая у них есть. И женщины вынуждены справляться со всеми проблемами, по сути, в одиночку. Поднимается тема послеродовой депрессии, в целом отношения к материнству и того, что любовь там, к ребенку может возникнуть не сразу, и это окей, потому что она появится, скорее всего, позже. В отзывах книги еще многие писали про мистику, но я ее здесь вообще не увидела. Мне показалось, что все моменты, где главная героиня видела там каких-то призраков прошлого, это все связано просто с тем, что она была, по-моему, на антидепрессантах. Она в старом доме, холодном, где ей нужно искать каким-то образом как минимум еду себе и ребенку, обогревать этот дом, решать еще кучу других бытовых проблем. Плюс она разводится с мужем, это тоже стресс. И, короче, мне показалось, что вся тема, которая может быть связана с мистикой, что это просто игры воображения на фоне стресса, приема препаратов и в целом не очень легкой жизни. Ну и оказаться в огромном пустом заброшенном особняке в деревне, где тоже особо никто не живет, наверное, крыша тоже поедет у любого. Поставила этой книге 4 из 5. Хорошая история. Следующее. Это «Дом у озера». Уже у озера, уже не на болотах. Кейт Мортон. Мне прям очень понравилась она. Это какая-то невероятная атмосфера, теплая семейная история, при этом со своими проблемами, с трагедиями, к сожалению. И очень здорово описана любовь в этой книге, и любовь родителей к детям, и детей к родителям, и детей между друг другом, и родителей друг к другу. Тут у меня кучу закладочек. Поднимается очень тяжелая тема войны, как это все влияет на семьи, отношения между супругами и на что готовы родители, чтобы спасти своих детей. Вот любовь тут прям очень трогательно описывается. Я прям читала и наслаждалась. Она радовалась, что отец такой умный, гордилась им. К сожалению, он слишком много времени уделял своей книге. А Элис мечтала, чтобы папа принадлежал только им. Еще очень легко написано, поэтому быстро читается. Самая тяжелая глава, где описывается, как Энтони, глава семейства, уходит на войну, 1914 год. И здесь идет разговор между Энтони, его женой и их общим другом. Их общий друг, он еще не женат, но он влюблен, рассказывает о том, что там у него что-то не получилось с девушкой. Он говорит, может, если я вернусь с войны с небольшим, но впечатляющим ранением, например, хромоногим, вообще-то я думала о повязке на глаз, она бы придала мне некоего разбойничьего очарования. Для разбойника ты слишком милый. Я боялась, что ты так скажешь. Война ведь меня ожесточит, правда? И вот эта вот вся тема, которая поднимается, она невероятно тяжелая, и потом, как это все на всех повлияло, Клеме вдруг охватило смешанное чувство любви и потери, и девочка крепче обхватила ножки малыша, такие толстенькие и мягкие. Может, он и занял место младшего в семье, но Клеме не могла себе представить мир без братишки. Не выпуская пальцы изо рта, Тео рассмеялся тихим, булькающим смехом, просто потому, что был счастлив и любим. И еще глава, где показана история взаимодействия между детьми, это тоже просто вообще... Я не знаю, как так можно описать это все. Его сестра, та, что с длинными косами и рассыпанными по щекам веснушками, заглядывала в щель между дверью и косяком и улыбалась. Любовь и восторг переполнили Тео. Он поднялся на ножки и широко улыбнулся в ответ, хлопая по бортику кроватки так сильно, что медные шишечки по углам зазвенели. Тео любил своих сестер, всех 3, но больше всего именно эту. И когда описывается разлад в семье, который произошел из-за изменений человека, вернувшегося с войны. Позже Элеонор казалось, что они оба застыли, объединенные одним чувством, негласным соглашением. Если не шевелиться, трещина не пойдет дальше. Невероятная книга, мне безумно понравилась. Хочется прочитать еще что-то из Кейт Мортон, но я, если честно, немного переживаю, что могу принасытиться этим. И еще я слышала, что она пишет примерно в одной стилистике,
И тоже не хочется, чтобы вот впечатление от этой книги испортилось. Поэтому не знаю, я пока думаю, стоит ли продолжать читать этого автора, но мне, конечно, безумно понравилось. Вообще, тут просто 100 из 5. Дальше было «Озеро» Банана Йосимото. Йосимото, наверное. На ёжу ударение ставится. Короче, поправьте в комментариях, если что. Это сборник рассказов. Здесь 3 истории. Все они связаны, по-моему, все. Связаны со смертью, со скорбью, размышления по поводу жизни и смерти. Я думаю, что это все обусловлено японской культурой. Но меня, не могу сказать, что как-то сильно вот все тронуло. Конечно, есть моменты прям очень эмоциональные и сильные, но в целом не могу сказать, что прям какие-то невероятные эмоции я от этой книги получила. Возможно, это связано с тем, что я далека от японской культуры, и, возможно, многие отсылки просто не понимала, которые были призваны вот усилить все чувства и эмоции. Поэтому, на самом деле, не знаю, как описать. В целом, книга небольшая, шрифт, по-моему, крупный. Да, шрифт крупный. Провести с книгой вечер вообще, почему нет? Здесь мне безумно понравилось, как автор разделяет историю героя и свои собственные мысли по этому поводу в книге. Это просто вообще что-то невероятное. Прям чувствуется отвращение автора к герою книги. Это вообще вау. Главный герой Гордон, невероятно мерзкий человек. Он недоволен всем, что видит. Считает, что весь мир настроен против него. Вот он идет, гуляет по улице. И что он видит? Жуть. Брикеты вязко недопеченной дряни. Ну, это вообще мне очень понравилось, когда я это читала все, я была в восторге. Невозможно рассказывать без спойлеров, хотя мне кажется, что, опять же, это не особо спойлеры, потому что, это просто история человека рассказывается, то есть тут нет каких-то прям невероятных сюжетных моментов. В общем, Гордон человек очень бедный, он снимает комнату за копейки, спит на кровати на одном матрасе без белья и всего остального, в порванных носках, там вечно холодно, и при этом он, собственно, не делает ничего, чтобы это изменить, потому что он презирает деньги и считает, что деньги — это удел глупых людей, которых больше ничего не интересует. Он вообще-то гениальный писатель. У него опубликовали только одно стихотворение, которое он написал, и то благодаря тому, что его друг был то ли издателем, то ли знакомым издателя. И больше, кроме этого стихотворения, он ничего, собственно, и не написал. Нашел работу специально себе малооплачиваемую, чтобы его не возвращали деньги. Он постоянно встречается с этим своим другом, у которого есть деньги, вечно ему жалуется, пытается его немножко пристыдить за то, что у того деньги есть. Основная тема здесь в том, что он боится жить обычной жизнью среднестатистического человека, поэтому пытается представить себя очень необычным человеком, с необычной жизнью и необычной судьбой. Под жизнью обычного среднестатистического человека он предполагает работу, которая оплачивается достаточно, чтобы купить себе еды нормальной, взять, арендовать квартиру получше, купить туда мебель и так далее. И фикус. И вот фикус здесь как раз-таки является символом среднестатистической жизни. Он, этот фикус, который стоит у него, он его пытается всячески убить, что-то он об него там сигареты тушит, не поливает, а этот фикус все вот живет и никак не получается ему его умертвить. Есть любовная линия с девушкой, которая вообще полный трэш. Гордон жесткий манипулятор, она супер жертвенная, в итоге получается так, что она беременеет, и вот он, значит, якобы меняется. Но я, честно, слабо себе могу представить, как человек может измениться, будучи настолько мерзким. Там просто это вообще отдельная тема, как он к этой девушке относится потребительски. И вот в итоге все заканчивается тем, что он устраивается на работу получше, снимает квартиру, и вот они в эту квартиру ставят фикус как символ того, что он смирился с обычной жизнью и готов к переменам. Ну вот опять же для меня, конечно, сомнительно, что это все так. В общем, книга мне супер понравилась, 10 из 5. Гордон — мерзость. Обязательно пишите свои впечатления от этих книг, если вы что-то читали. Сейчас у меня находится в прочтении, в процессе чтения Фенни Флэк «Добро пожаловать в мир, малышка». Мне пока супер нравится.
тоже вообще невероятно, очень легко читается. История прям такая осенняя, уютная. Дальше еще читаю, но это не совсем книга, это больше, наверное, учебник нейронауки, исследования мозга. И пока я тоже в восторге, я подробнее о ней рассказываю во влоге, поэтому можете послушать там. Спасибо за просмотр этого видео, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока. А теперь пора собираться на работу.